Вода — основа жизни. От этого нужно отталкиваться в любых рассуждениях на тему энергии, здоровья и долголетия. Однако данный факт настолько проштампован в сознании людей, что с ним соглашаются и тут же забывают. Так что, не успев начаться, рассуждения на том и заканчиваются, переключаясь на, казалось бы, более конкретные вопросы: повышение энергетики при помощи всевозможных эзотерических практик, поиск чудодейственных лекарств и таблеток бессмертия. Парадокс состоит в том, что о воде, самой простой и привычной в обиходе вещи, люди привыкли ничего не знать. Удивительно. Здесь я расскажу о свойствах воды, насколько простых и очевидных, настолько и шокирующих для тех, кто ничего об этом не слышал, но не хотел бы скоропостижно состариться и попросту сдохнуть. Буду называть вещи своими именами, потому что самая постыдная и глупая смерть — от невежества. Начнем с того, что воду надо пить. Или по-другому, чтобы было понятней, надо пить воду. Я сейчас сказал какую-то глупость? Или что-то очевидное? Нет, на самом деле это совсем не очевидно. Конечно, всем известно, что без воды человек умрет. Однако многие воду вообще не пьют. Я имею в виду чистую воду. Любые напитки — это еда. И вовсе не потому, что какой-то помешанный натуропат однажды ввел такую классификацию. Просто наш организм воспринимает напитки как то, что требуется каким-то образом переварить, усвоить или выбросить. Чистая же вода для организма является средством очистки и поддержания водного баланса. Воду для себя наш организм приспособился извлекать из пищи, в том числе из напитков. Но как ему очищаться? Ведь вы же моете посуду, стираете одежду, убираетесь с помощью воды. А организму что делать? Если он не получает чистой воды для самоочищения, ему приходится как-то выкручиваться, извлекать воду из своих ресурсов. Представьте, если бы в вашем распоряжении не было водопровода, и приходилось бы ее добывать не простым поворотом крана, а всякими ухищрениями. Вот этим наш бедный организм и вынужден заниматься. Таким образом, пить воду нужно за тем, чтобы организм мог очищаться. Любая пища, даже натуральная, его засоряет, не говоря уже о синтетической. Вы же не моете посуду лимонадом или чаем. Некоторые наивные сыроеды чуть ли не с гордостью заявляют, что воды почти или вообще не пьют. И они тоже, но уже по другой причине. Не хочется, дескать, всю воду они получают из свежих овощей и фруктов. Вот и напрасно. Наш организм очень неприхотлив и нетребователен. Он привык довольствоваться самым малым. Но это не значит, что за ним не стоит ухаживать. Воду необходимо пить сознательно, даже если не мучает жажда, не менее 1,5-2 литров в день. Так же сознательно, как делается уборка. Те же сыроеды, опять же с гордостью, хвалятся, что не используют мыло и шампуней, поскольку тело их настолько чистое, что все это становится излишним. Оно-то, конечно, чистое, но не стерильное. Через кожу все равно выводится всевозможная промышленная грязь, которой тотально пропитана вся окружающая среда, и растения в том числе. А отмершие клетки кожи, образующиеся на ее поверхности каждый день, тоже соскребать и смывать не надо. Теперь очень важный вопрос. Какую воду следует пить? Обычная водопроводная вода для этого не годится. Она чисто техническая, ею можно мыть пол, машину, унитаз, но никак не пить. Человек на Земле развернул очень активную и очень грязную деятельность. Все время что-то производит, сжигает, постоянно экспериментирует с радиацией и химией, мусорит, сливает отходы, удобряет, отравляет поля. Куда ни глянь, все связано с загрязнением окружающей среды. Ну а поскольку у нас в засоренной природе происходит круговорот воды, то вода эта никак не может быть чистой, если только ее не добыли из доисторического льда. Не стоит доверять и так называемой чистой питьевой воде в бутылках. Не будьте наивны. Нет никакой гарантии, что эта вода не была налита из обычного водопровода, как зачастую и делается. Не стоит надеяться и на фильтры, которых сейчас развелось большое многообразие. Фильтры — это для неосведомленных людей, которых легко развести убедительной рекламой. Дескать, очистил воду нашим суперфильтром и будь спокоен, пей на здоровье. Не забывайте подмечать, как и куда уводится ваше внимание. В действительности, вода содержит в себе примеси, которые невозможно из нее вывести обычной фильтрацией. Это соли тяжелых металлов, радионуклеиды, всевозможная химия и так далее, вплоть до трупных ядов с городских кладбищ.
Проснитесь, наконец. Не позволяйте себя вовлечь в коммерческие проекты, на которых более осознанные люди зарабатывают деньги. Ваши деньги. Схема бизнеса очень проста. Сделал грамотную рекламу, убедил и собирай прибыль. Неудивительно, если скоро начнут продавать воздух, которым якобы полезно дышать. Конечно, первичная фильтрация нужна, хотя бы для ванны и душа, но пить такую воду все равно нельзя. Особенно, если она хлорированная. Ни в коем случае не кипятите воду сразу из-под крана. Хлор при кипячении переходит в нерастворимые соединения, еще более токсичные, чем он сам. А нитраты, и они тоже имеются в воде, переходят в нитриты, которые также еще более ядовиты. По меньшей мере воду необходимо отстаивать в открытой емкости не менее суток. Но химическое загрязнение – это еще не самое главное. Не меньший вред наносит информационное загрязнение. Вода из горной речки несет в себе информацию нетронутой живой природы. А чем насыщена водопроводная? Представьте, сколько информационной грязи вбирает в себя вода, пройдя систему промышленной очистки, сплетение труб под землей и в подвалах, квартиры многоэтажных домов. Весь негатив большого города записывается в безобидную и чистую, на первый взгляд, воду, как на магнитную ленту. И вы готовы все это в себя залить? Никакие фильтры здесь не помогут. То же самое касается всех жидкостей в бутылочном ассортименте. Итак, если фильтры не спасают, что же делать? Единственно надежный способ очистки воды от вредных примесей – это дистилляция, или другой вариант – оттаивание льда. При заморозке все примеси вытесняются, вымораживаются. В середине льда образуется рассол, который нужно сливать. Технология приготовления талой воды уже давалась в книге «Вершитель реальности». И первый, и второй способ удаляет как химическое, так и информационное загрязнение. Вы, наверное, удивлены. Ну, с талой водой понятно, но почему дистиллированная? Ведь соли, содержащиеся в воде, необходимы организму, особенно зубам. Вот, пожалуйста, образец, мягко говоря, заблуждения, а, по правде сказать, идиотского стереотипа. И таких ложных стереотипов в области питания великое множество. На самом деле, неорганические соли, растворенные в воде, организмом не усваиваются. Усваиваются только органические микро- и макроэлементы, содержащиеся в живых, невареных растениях. Вы можете принимать химические препараты, сосать гвозди, есть глину, лизать какие-то солевые породы, пить минерализованную воду. Все это бессмысленно. Можно лишь отравиться, но что-то приобрести никогда. Растения, в отличие от нас, способны не только аккумулировать химическую неорганику из окружающей среды, но и преобразовывать ее в форму, приемлемую для животных организмов. Мертвые минералы отличаются от живых на квантовом уровне. Неорганика частично выводится, но не вся. Организм просто не справляется и рассовывает этот хлам куда попало, в том числе на стенки сосудов и в суставы. А между тем, человек молод настолько, насколько молоды его кровеносные сосуды. Ну а если сосуды подобны старой сантехнике, сами понимаете. Как вы считаете, какая вода для организма является наиболее оптимальной? Очевидно, свежая дождевая. Так установлено природой. Если бы не грязная атмосфера, конечно. Об этом факте почему-то давно позабыли. А вот дистиллированная вода прочно укоренилась в сознании как техническая. Но ведь дождевая — это и есть дистиллированная вода. Такую же воду, образующуюся после таяния ледников, пьют горные долгожители. И живут они долго именно потому, что употребляют воду без солей и примесей. Подумайте, отчего пожилые люди постоянно зябнут и кутаются, а молодые одеваются легко и не мерзнут. У последних, что называется, горячая кровь. Но почему? По одной простой причине. Молодые сосуды пока еще чистые, а потому и кровь бежит по ним свободно, и энергии выделяется больше. А к середине жизни у среднего человека просвет в кровеносных сосудах уже чуть ли не наполовину зарастает отложениями вот этих самых полезных солей, которые содержатся в воде. В населенных пунктах, где в пищу идет жесткая вода, люди чаще страдают болезнями сердца, инсультами, артритом, атеросклерозом и прочими недугами, обусловленными отложением солей. Кипячение воды здесь не поможет. Между тем проблема легко решается, если дома есть дистиллятор. Его можно купить или заказать в специализированной аптеке. И желательно тот, у которого достаточно высокая производительность, чтобы не добывать воду по капле.
Если вы пока сомневаетесь, стоит ли обыкновенная вода стольких хлопот, то вам следует увидеть, сколько накипи образуется на дистилляторе. Это весьма впечатляет. Ее приходится постоянно удалять. Когда вы поймете, что подобную работу больше не нужно выполнять вашему организму, сомнения отпадут. Накипь в чайнике — ерунда по сравнению с тем, что вы увидите на дистилляторе. Человек в среднем за всю жизнь выпивает около 75 тонн воды. Положим, в литре воды содержится 1 грамм солей жесткости. Получается, организму приходится выводить из себя 75 килограмм накипи. Вообразите себе 75 пачек соли. Но ведь вся накипь еще и не выводится. Сколько килограмм остается в теле? А если учесть, что из этих 75 тонн на чистую воду обычно приходится ничтожная часть, а в основном это напитки да с сахаром. А если приплюсовать сюда ежедневное потребление пищевой соли, представляете, какая колоссальная работа достается организму? Неудивительно, что он так быстро изнашивается, бедный. Минеральную или родниковую воду пить регулярно ни в коем случае не следует, по тем же причинам. Она может оказать только временный лечебный эффект. Да и то лишь в том случае, если пьется непосредственно из источника, где еще не потеряна целебная энергетика Земли. Лечение минеральной водой из бутылки есть не что иное, как удар плетью по почкам. Может быть, это их на какое-то время подстегнет, но не кажется ли вам, что такой способ весьма сомнителен? Соль, как химическое вещество, в пищу употреблять также не следует. Конечно, при условии, что вы питаетесь преимущественно натуральными продуктами. По моим наблюдениям, солить хочется только мертвую пищу, а живую — нет. Соль — это просто вредная привычка. Избавиться от нее очень легко. Достаточно дня 3-4 помучиться без соли, и тогда потребность в ней полностью исчезает. Всякие страшилки типа «кровь, она ведь соленая», организму требуется соль, животные любят ее лизать, соль теряется с потом, дистиллированная вода вымывает из организма минералы и так далее — полная чушь. Подробнее об этом в книге Поля Брега «Вода и соль. Шокирующая правда». Да, кровь соленая. У тех, кто объедается солью. Кровь так ею перенасыщена, что не успевает отмываться. Соль выводится из организма вместе с мочой и потом. Заметьте, не теряется, а выводится. Спрашивается, если соль организму так необходима, то зачем же он, сердечный, от нее избавляется?